Привет, друзья! Вы на канале Ласенко Лайф, и меня зовут Максим, кто со мной еще не знаком. И в этом видео мы с вами еще покатаемся на Глово. Давно я уже что-то не снимал. С одной стороны, я уже вроде как снял все, что только можно было про Глово. С другой стороны, интересные моменты время от времени появляются. А камеры под рукой или нету сюжета. Поэтому погнали. С вами, может, сегодня будет что-то интересное. А если не будет, то просто посмотрим, как это все происходит. Итак, первым делом открываем программу Glover и нажимаем Check-in, что у нас забронировано время. Через 20 минут начнется смена, поэтому пока подождем. А пока ждем, хочу вам напомнить про приложение Corona Pay. Я уже когда-то рассказывал в своем блоге о нем. Сегодня хочу еще раз вам напомнить. Рано или поздно мы все равно сталкиваемся с тем, что нужно отправить деньги родным на родину. И сталкиваемся с этой комиссией, то, что деньги не вовремя приходят и так дальше. И я для себя открыл Corona Pay и пользуюсь им, так как очень выгодный курс и деньги приходят моментально. Я несколько раз пробовал отправлять деньги своим родственникам на родину, оплатил услуги Corona Pay и остался очень довольный. Ну и вы попробуйте и обязательно оставьте свои комментарии внизу, что понравилось, что не понравилось, будем обсуждать. По моему мнению, почему целесообразно использовать Corona Pay, потому что первое, не взимает комиссию, второе, реально выгодный курс, третье, моментальное зачисление денег. Можно отправлять до 1000 евро раз в 6 месяцев вообще без подтверждения личных данных. Можно увеличить этот лимит, там несложно. И оплатить можно любой банковской картой, Visa или MasterCard любого европейского банка. Все, что вам нужно, это всего лишь польская сим-карта и смартфон. Помимо всех перечисленных плюшек, приложение является реально удобным. Мы заходим в App Store, вводим Corona Pay, и вот она у меня уже скачанная, вы можете скачать. Там вводите номер телефона и приходит смс-кой код. Все, нажимаем «Отправить перевод». Выбираем, мне нужна, например, Украина, выбираем способ оплаты дебетовая карта. И сумма перевода, например, нам нужно отправить 5000 гривен. И все, нам сразу показывает курс, что даже меньше, чем 700 злотых. Нажимаем «Продолжить». Тут вводим карту получателя, можно и выбрать из контактов, номер телефона, имя получателя на латинице. Нажимаем «Продолжить» и «Отправить». Все, деньги уже у получателя будут через пару минут. Ссылка на Corona Pay будет в описании к этому видео, а также в первом закрепленном комментарии. И благодаря приложению Corona Pay вы сможете помочь и каналу. Реквизиты помощи каналу будут также внизу. Но если по какой-то причине у вас на данный момент пока еще нету средств или возможности помочь каналу финансово, то вы можете просто скачать приложение Corona Pay, отправить деньги кому-то с ваших друзей, и это уже будет хорошая помощь каналу. Ну, а пока погнали поработаем на Glovo. Кстати, еще момент, кому не похвастался. Я в Турции, когда отдыхал, то утопил свой 10-й iPhone и взял себе 12 Pro. Прямо я доволен этим телефоном. Очень классная камера и очень доволен. Взял, причем достаточно недорого. Чуть-чуть дороже, чем 1000 евро. И у нас 9:59, 1 минута до начала рабочего периода, начала рабочего часа. И первым делом нужно посмотреть на заряд батареи. Важно, чтобы он был не меньше, чем 30%, потому что тогда заказы распределяться не будут. Также здесь в программе важно в профиле поставить галочку «Автоматическое распределение заказов», потому что тоже, если она не стоит, то заказы приходить не будут. И переходим вот сюда в заказы. У нас пока показывает, что заработок за день нет, и слот начинается, ну, получается, через 1 минуту в 10:00. Работать можно и раньше, по-моему, с 8 утра уже начинается и до 24, но работать на Glovo дает только 10 часов. Можно подключать второй аккаунт. Так, у нас 10:00, пока пишет, что заказы отсутствуют, и для того, чтобы они приходили, подъедем куда-то ближе к Маку. И вот не успели подъехать к Макдональдсу, как нам на Нарамовицкую пришел заказ. Нажимаем «Начать». Оно нам показывает, что нам ехать склеп Бедронка. Не очень люблю я бедронки, но давайте покажу, как это есть. Направляйтесь на Погнали. запад. Все, мы подъехали под Бедронку, и нам нужен черный вход. На черном входе нам сейчас отдадут эти продукты.
Открыть что? Хорошо. Блин, долго собирали, конечно. Так, заходим в программу. Где заказы? Заказ, нажимаем забрать заказ. Так, проверьте. А, блядь, чек. Так, нам надо найти чек. Вот он. И 77-71 на чеке. Тут меняем на 77.71. Добавить фотографию чека. Использовать камеру. Фото. Использовать фото. Чек загружен. Так, я приехал рано, долго не собирали. И ехать нам на Вильчак. В путь 6 минут ехать. Направляйтесь на запад, затем поверните налево. Так, все, приехали. Это где-то в том домике, по-моему. У нас тут все пора... О, чек. Чек человеку возвращаем. Так, здесь нажимаем забрать оплату. И все. 10 злотых 57 грош заплатили за этот заказ. Хотя должны были что-то там 8, но за ожидание вот это чуть-чуть докинули. Ну вот и такое бывает. Сейчас 10:55. Получается, я типа час поработал с момента, как выехал. Но тут момент то, что я ждал очень долго, пока Бедронка соберет этот гребаный заказ. Вы любите мне накидать писюнов в комментарии, что показывай все, как ты работаешь и так дальше. Что ж ты показываешь, только где там по 40, по 50 злотых за час зарабатывается. Но вот бывают и такие часы, что всего 10, чуть больше, чем 10 злотых за час заработал. Но если брать в среднем размере, вот здесь где там 43, вот здесь видео будет, где 43 злотых заработал за час. А бывает такое, что вот всего один заказ. В среднем получается сделать где-то 2 заказа, и в среднем получается где-то 24-25 злотых за час получается. Ну, грязными не брутто, а грязными, потому что нужно от этой суммы вычесть еще затраты на бензин. Ну все, погнали домой. Ну вот и все. Я приехал домой. Тебе, как обычно, спасибо, что досмотрел видео до конца. Если ты тоже работаешь в доставке, неважно, Glovo, Uber или что-то, напиши в комментариях, какие у тебя получаются заказы. Если еще не работаешь, но есть желание, то ссылки для регистрации тоже будут в описании. А если ты еще не в Польше, а в любой другой стране, и есть желание переехать сюда, работать либо на доставке, либо неважно где угодно работать, то можешь тоже писать. Я могу сделать документы, а Танюшка моя может помочь с жильем, я помогу с работой. Ну, короче, помощь мигрантов, сколько хватает времени, столько помогаем. Я, конечно, сделал ошибку, что я выехал в 10 утра, я в основном выезжаю позже, потому что Макдональдс работает с 11.
Конечно же, и в 11, и в 12, и в любое другое время можно тоже попасть на бедронку и вот так долго ждать. Но иногда бедронки бывают, что достаточно быстро приехал, забрал, тут же отвез, и тоже нормально платят. Но так, типа, на будущее... В любом случае, если деньги нужны, то выезжайте пораньше, но для того, чтобы, если брать общую сумму, в среднем за час получалось тех же 25-30 злотых за час, то приезжайте тогда, когда Макдональдс уже работает, потому что с Макдональдса самое большое количество заказов. Все, я побежал на почту домой. Мы сегодня, кстати, идем еще к Дорадцу. Это так, небольшим спойлером. Таки решили купить квартиру. Решили покупать где-то к концу года и брать сразу такую от 100 метров. Таня присмотрела 130 метров, двухъярусная. Может быть, получится к концу года ее купить. Ну, а если не ее, то тогда купим другую. Это все покажу и расскажу, как это все происходит. Все, пока.